Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что делать, если у коровы пропала жвачка и насколько это опасно для здоровья коровы. Если говорят о корове, то всегда говорят, что это жвачное животное. Это значит, что без жвачки корова жить не может. Для коровы жевать – это все равно, что дышать. Да, без жвачки корова может протянуть несколько дней, но если ее не восстановить, то корова погибнет. Жвачка у коровы – это часть пищеварительного процесса. В день корова делает до 40-45 тысяч жевательных движений. Пищеварение у коровы устроено так, что корова поедает корм, практически не пережевывая. И в основном этот корм богатый клетчаткой и целлюлозой, который другими животными, кроме жвачных, не переваривается. В рубце этот корм при помощи обитающей там микрофлоры ферментируется, при этом идет образование летучих жирных кислот, которые в дальнейшем служат источником энергии для коровы. В процессе пищеварения корова отрыгивает набухший корм в ротовую полость, где происходит его дальнейшее измельчение, которое увеличивает поверхность корма, что позволяет микроорганизмам более эффективно переваривать его. Выделяющаяся в процессе жвачки слюна смачивает корм, ведь при поедании корова практически же корм не пережевывает. Корова за сутки может выделить до 180 литров слюны, которая имеет щелочную реакцию и которая нейтрализует кислоты, которые образуются в результате расщепления корма в рубце. Это защищает организм коровы от закисления. Как только прекращается процесс жвачки и выделение слюны, то сразу же идет закисление рубца. Прекращение жвачки – это не болезнь, это уже следствие. Если у коровы нет жвачки, то надо искать причину, которая ее вызвала. Основных причин две. Это неправильное кормление и ретикулоперикардит. Первая причина наиболее распространенная. Как только нарушается пищеварение в рубце, так сразу же наблюдается его атония и как следствие прекращается и жвачка. К нарушению пищеварения в рубце может привести прежде всего резкая смена структуры кормового рациона. Рубец коровы, вернее микрофлора рубца, перестраивается к новому рациону где-то в течение 2 недель. Одной из самых распространенных причин нарушения работы рубца есть нарушение структуры рациона, вернее чрезмерное количество концентрированных кормов в рационе, а также введение в рацион кормов, которые не имеют структуры. Во время пастбищного сезона к нарушению пищеварения приводит поедание коровой зеленой массы бобовых после дождя, поедание большого количества кукурузных початков или капустных листьев. Поедание таких кормов приводит к тимпании и, как следствие, к атонии рубца и отсутствию жвачки. Иногда нарушение жвачки наблюдается и после отела. При скором отеле плод давит и смещает положение внутренних органов коровы, что приводит к сбою их работы. Причиной отсутствия жвачки у коровы может быть и ретикулит или ретикулоперикардит. Это когда корова повреждает стенку сетки народным острым предметом. Это надо диагностировать. Для того, чтобы у коровы возобновилась жвачка, сначала надо устранить причины, которые ее вызывают. А потом уже можно прибегать к применению тех или иных препаратов. То есть сначала устраняем причину, которая вызвала расстройство пищеварения, а потом восстанавливаем моторику рубца. Как поступать в том или ином случае, рассматривается в других видеоподкастах канала. Цель же данного видео заключается в том, чтобы акцентировать ваше внимание на важности жвачки у коровы как таковой. Жвачка – самый первый и самый основной и понятный признак здоровья коровы. Если еще не видно никаких симптомов заболевания, а жвачки нет, значит с коровой уже что-то не так. И для того, чтобы вовремя принять все меры по устранению причины заболевания, надо всегда обращать внимание на наличие жвачки у коровы. И перед тем, как открыть дверь в коровник, понаблюдайте незаметно за коровами, что у них со жвачкой, какая частота жвачки. Наблюдать надо именно незаметно, чтобы не спугнуть корову, особенно если коров много. Если корова у вас одна и вы там ходите часто, то корова вас не боится и она будет жевать, несмотря даже на ваше внезапное появление. А вот если там, где коров много, то появление любого человека, как правило, вызывает определенный стресс, и коровы перестают жевать. Привычка наблюдать за жвачкой должна быть у всех, кто занимается коровами. В норме, если вы наблюдаете за коровами, то 1/3 час стада должна жевать. Если такая картина наблюдается, то значит, что с коровами все в порядке и что рацион составлен правильно. Привычку наблюдать за состоянием жвачки у коровы можно сравнить разве что с привычкой, которая есть у водителей. Называется она попинать по колесам. То есть водитель перед тем, как сесть за руль, всегда осматривает состояние колес и постукивает по ним носком туфли.
Таким образом, определить давление в шинах, конечно же, не удастся. Но увидеть, не подпущено ли колесо, можно. И очень многие водители так и делают. Вот точно так же и со жвачкой. Вовремя увидите, что она нарушена, значит гарантированно избежите проблем со здоровьем коровы. А проблем у высокопродуктивных коров хватает, и мы их обязательно будем рассматривать в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!